Счастье, счастье, летит счастье. Королевское, королевское счастье летит к девам, королевам и королям. Крепко держитесь за формулу счастья, стержень, сила духа, несмотря ни на что. Когда ты держишься за позитив, когда ты держишься за счастье, ты смело идешь и решаешь все, что тебе жизнь приготовила. Вот такое счастье вам посылаю. И поговорим с вами. События, которые произойдут в марте месяце, это транзит двух гигантов. Это Сатурн. Сатурн – это стержень, это голова. И Плутон. Плутон – это трансформация. Трансформация иногда бывает до мокрое место. Зола, пепел, ничего от тебя нет. Вот такая ты прошел вот такую трансформацию. И выбирайся из всего этого. И как выбирайся, это уже выбор за тобой. Вот так делает Плутон по Плутону. Сама по себе планета малюсенькая, прям точечка какая-то на небе. Но это гигант по весомости своей, по значимости. Итак, с 7 числа Сатурн делает транзит в знак зодиака Рыбы, а Плутон 23 числа делает пробный транзит к Водолеям. Потом немножечко побудет у Водолеев, вернется в знак зодиака Козерог и окончательно к концу года выходит в знак Водолея и будет там находиться 20 лет. И такое положение Плутона было в 1770 каком-то году. То есть мы с вами этот опыт еще не имели. Вот такая медленная планета, разрушительная, и еще и переходит к Водолею, о котором мы с вами будем сейчас подробно говорить. Итак, мои хорошие, вижу Розану, слышу такие слова сразу, королевский лайк. Спасибо. Вижу, поставили. Смотрим март месяц. Итак, март месяц. Солнце до 20 числа находится в знаке зодиака Рыбы, затем делает транзит в знак зодиака Овен. И находясь в Рыбах, и находясь в Овне, для вас это положение не светит, не греет. А потом и светит, и греет, но мне это не надо. Ни там, ни там. Ни положение, когда в знаке зодиака Рыбы, ни когда в знаке зодиака Овен. Солнце такой большой значимости для вас, для вашего положения особо не имеет. Потому что вы что любите? Устойчивость, вы любите стабильность, вы любите продуманность. Солнце, когда будет в знаке зодиака Рыбы, это оно уже сделало Солнце 12 транзитов. По всем знакам за год прошло. И уже оказалось в знаке зодиака Рыбы. И здесь оно никакое. Но оно очень опытное. Оно ничего тебе, оно тебе только намекает. Оно тебе шепотом что-то говорит. Но выбор ты всегда делай сам. И это просто надо увидеть, заметить, понять. Не всегда человек сможет с этим сориентироваться. Когда делает транзит в знак зодиака Овен, начинается новый астрологический год. Наш астрологический год начинается с перехода Солнца в знак зодиака Овен. Он идет первый и опять пошел до 12-го. Само по себе Солнце хорошее, но, еще раз говорю, для Девы и в этом положении, и в другом положении такое положение Солнца для вас пока еще не жарко, но и не холодно. И опыт у меня есть, но я еще не знаю, как им пользоваться. Ну и знаю, как пользоваться. Ну зачем мне столько много энергии? Ну зачем? Я еще не разобрал. Вот такое вот. То есть да, Солнце до 20 числа так, после 20 числа идет к Овнам. Оно активно набирает оборот, страсть жизни, энергия жизни. Но Дева больше сдержанная. И такая яркость, активность для Девы просто в начале года, астрологического я имею в виду, это очень слишком большая такая нагрузка. Но тем не менее,
делает очень красивый секстиль с Плутоном. Как и что это отражается, каким образом отражается для вас. Для вас это вкус и радость жизни. Вы приобретаете просто на пике вкуса и радости жизни, удовольствия от жизни. Вы посылаете, отправляете, получаете, отправляли куда-то тест сделать, вы получаете результат. Отправляли куда-то работы свои, ваши работы приняли или ваши работы продались. То есть вы от своей деятельности, но какую-то вы внесли туда трансформацию, вы очень много туда вложили. Вы получаете сатисфакцию, вы получаете удовлетворение от того, чем вы были заняты. Это финансовое, это на физическом уровне, то есть по состоянию вашего здоровья, и это ментальное. Вам хорошо становится везде. Здесь вам хорошо. Самоудовлетворение от того, что вы делали, вкладывали, вы результат получили. И физически хорошо. Какие-то болезни отошли, какие-то невзгоды, как-то вот энергия пошла такая здоровая, впрыскивается такая хорошая, здоровая, молодая, сильная энергия. Сказать немножко о Лилит. Лилит очень активна, но для Девы Лилит косвенно работает. Еще раз говорю, что вы не сплетники. Дева не сплетница, не проказница, чтобы где-то подстроить какие-то козни, потом втихаря сидеть, смеяться, вот я ему плохо сделала, вот так ему и надо. Ну вот это немножечко не по-королевски этот статус. Поэтому Дева второго уровня, есть первого уровня, есть, конечно, но вообще классическая Дева второго уровня, то есть проработанный Меркурий, а у вас Меркурий проработанный, он приземленный, он земного знака, такой больше продуманный через голову, земной знак. Поэтому, как правило, Лилит особо Дев не касается, вы особо не поддаетесь. Кто-то что-то принес, начинает кого-то обсуждать, это вообще, это настолько нечистоплотно для Девы, нечистоплотно здесь, что вы не поддаетесь. Поэтому, да, Лилит в этом месяце будет активна. Но ее активность, конечно, не для вас, поэтому аспекты, которые будет делать Лилит, мы их пройдем так, мимоходом. Вот она 29 числа, это Лилит сделает трин, то есть аспект к Солнцу. Солнце будет уже находиться в Овне, Солнце хорошее, там находится Юпитер. Солнце вместе с Юпитером горят, светят, то есть дают жизни азарт, дают жизни вкус, радость, молодость, вот такое положение. И тут вставляет Лилит свои какие-то проказы. Ну вот еще раз говорю, что это особо на вас не касается, хотя этот транзит будет 29 числа, коротенький, ни о чем, вы на него особо и не поддаетесь. Меркурий, ваш управитель, что делает? С 19 числа будет находиться в знаке зодиака Овен, а там Солнце, там Юпитер стоит, туда идет ваш Меркурий. А до 19 стоит в знаке зодиака Рыбы. Тоже там находится Солнце, вместе находится с Солнцем, с Венерой, делает транзит. Но до 19 числа, когда Солнце будет находиться в знаке зодиака Рыбы, здесь какое Солнце? Какой Меркурий ваш? Ваш Меркурий здесь качественный по его структуре, то есть слово. Здесь качественное слово. И это слово, ты его чувствуешь, ты понимаешь. Ты даже не знаешь, как кому-то преподнести, как это объяснить человеку. Но вот этот такой Меркурий, который, он понимает, как это делается. Но он не хочет рассказывать, не потому что не хочет, а он не знает, как это чувство. Я это так чувствую. Вот такой Меркурий. Поэтому делая для вас это, да, в чем-то разберетесь, в чем-то признаете, где-то даже вы перед кем-то захотите извиниться, признав то, что был спор несправедлив. Кто-то перед вами в этот период тоже может извиниться, сказать вам какие-то такие слова, что
вы помиритесь, особенно все, что касается своей семьи, особенно то, что касается своих родных. То есть ты каким-то образом, ты сам себе говоришь, я не знаю как, но я вот догадался, я понял, как это работает, я понял, что здесь надо сделать. Или вот мне настолько было некомфортно, мне лучше отдать человеку долг или отдать человеку то, что он просил. Я вот лучше отдам, но как-то вот мне некомфортно. То есть вы будете с этим очень хорошо разберетесь. А когда с 19 числа ваш Меркурий пойдет в знак зодиака Овен, ну вот здесь такой Меркурий ребенка, такого хорошего ребенка, любопытного. И сам, когда такой транзит, сам становишься вот таким любопытно жаждущим к жизни ребенка. И сразу же делая транзит в знак зодиака Овен, сразу же делает очень красивый секстиль, гармоничный аспект с Плутоном. Еще раз говорю, по Плутону это трансформация. Это то, что ты что-то пережил. И ты возрождаешься. И вот точно такую же трансформацию по Меркурию ты получаешь, ты в чем-то возрождаешься. Это окончание учебы, где ты скажешь, вот ты закончил учебу, и ты себе скажешь, ну надо же, мне столько с этой учебой столько изменений произойдет в моей жизни. И я перееду, я получил контракт, я выхожу на новую работу, у меня новая зарплата, у меня новый статус. То есть ты вот этим окончанием учебы ты прошел большую трансформацию, ты прям на возрождение пошел. Итак, будет очень хороший, значит, делать аспект с Плутоном. Дальше смотрим Венера. Венера тоже активна в этом месяце. Она очень активна в этом месяце. Будет находиться до 16 числа в Овне, а потом делает транзит к себе домой в знак зодиака Телец. И в Овне, и в Тельце Венера очень парная. Венера очень домашняя, личная, уютная, комфортная. Венера хочет комфорта, Венера хочет эстетики. Вот такая Венера. Но она хочет быть сбалансированной. Это вот энергия, которая мужская и женская делается в балансе. Поэтому те девы, кто еще в поиске, кто не встретил своего человека, вот вы ищете этот баланс. И вы его ищете, а он сбалансирован. То есть как-то подстраиваются обстоятельства, место, куда вы пошли, время, в которое вы очутились. Вот ты оказался там, когда надо, там, где надо. Вот как-то все совпало. Вот очень хорошо такое парное время. И Венера делает роскошные секстили. И когда находится в Овне, и когда находится в Тельце. Делает соединиться с Юпитером. Юпитер находится в знаке зодиака Овен. Конечно, представьте, малое счастье и большое счастье. И они между собой соединяются. Когда планеты соединяются, то есть они находятся в одних градусах, это называется соединение, тогда они как будто бы они друг друга заряжают, они друг друга помогают, они подставляют друг другу плечо, они протянули друг другу руки, они обнялись. И представьте, эти два красавца. Юпитер, которая планета удачи, счастья, удовольствия, расширения, благополучия, и Венера. Это радость, это позитив, это настроение, это здоровье, это финансы. А когда еще она будет находиться в знаке зодиака Тельцы, это еще и плюс очень хорошие финансы. Вот такое соединение. Затем идет роскошный секстиль с Марсом. Затем идет а Марс еще будет находиться в Близнецах, то есть там, где ваш управитель, тоже Меркурий. А потом очень красивый секстиль с Сатурном. Сатурн – это опыт. Это стержень, это голова, то есть за то, что отвечает Юпитер. Это мужская энергия, это папа, это брат, это руководящий кто-то, это государственные какие органы, какие-то такие существенные, значимые, могущие. И когда делаются очень такие сильные аспекты, то, конечно, ты чувствуешь это влияние, ты чувствуешь, что дела твои делаются. Ты успешен, ты удачен, ты как будто бы ты вовремя там, где надо.
И ты встречаешься, этот вот человек тебе попался, именно ты пришел в какое-то бюро, ты подал документы, много было отделений, но ты именно к этому человеку попал, или именно к этому доктору ты попал. Оно как-то совпадает, время, место, оно совпадает. Прям точно туда выводит, туда, куда надо. Вот так выводит жизнь. Дальше что еще? Очень красивое сделает тоже соединение 30 числа, когда Венера будет находиться в знаке зодиака Телец, а там же находится Юпитер. И Венера делает очень красивое соединение с Ураном. Ой, Юпитер, что я говорю? Венера находится в Тельце, и Уран находится в Тельце. И они делают чудесное, роскошное соединение. Неожиданно, случайно, вдруг я узнаю, что у меня пополнение. Кто-то станет мамой, кто-то становится бабушка, дедушка, статус меняется. Кто-то неожиданно, случайно возглавляет какое-то производство, кто-то становится, управляет каким-то производством. То есть ты вырастаешь. Кто-то удачно делает сделку с покупкой, кто-то удачно делает сделку с продажей. Но как-то это соединение, оно необычное и очень неожиданное. Ну, ты что-то хотел очень сильно, и ты вдруг это получил. Это как будто, это соединение, как будто бы Дед Мороз раздал, просто бросил какой-то сюда на землю подарок. А ты мимо шел, и вот он тебе прям раз и упал, тебе прям вот под ноги упал, или прям в руки упал. Это красивое вот такое вот соединение. Ну, что еще, мои хорошие, Марс делает транзит, он долго находился в знаке зодиака Близнецы, и он делает транзит в знак зодиака Рак. И энергия здесь абсолютно так меняться будет энергия. Он уже немножко устал, долго находился в Близнецах, там энергия такая легкая, ну а сам вообще по себе Марс, он такой, ну это энергия. Он аж вымотался там и идет как будто чуть-чуть на покой, он идет в знак зодиака Рак, но этот покой обусловлен очень чувствительностью. Ты здесь много чувствуешь, здесь это про чувства. Я много понимаю, я много чувствую, я много ощущаю, мне сигналы мои дает мое тело изнутри. И что еще? 7 числа будет полнолуние. Полнолуние будет в вашем знаке, в знаке зодиака Дева. Полнолуние будет у вас, и это полнолуние, любое, что полнолуние, что новолуние, это всегда чистка, это физически чистка, очиститься от чего-то, избавиться. Ты, как правило, от чего избавляешься? То, что тебе не нужно, то, что не работает, то, что отработало. Это окружение свое, свой телефон чисть. И, конечно же, это точно так же ментальная чистка. Что я здесь, какие страхи у меня здесь сидят? Какие обиды у меня здесь сидят, какое уныние у меня здесь. Избавляться от этого, просто почиститься этому всему надо. 7 числа это будет полнолуние, я о нем сделаю отдельно видео. Ну а 21 числа это новолуние, новолуние будет в знаке зодиака Овен, и это новолуние начало астрологического года, то есть сама астрология начинается с первого знака, а первый знак это у нас Овен. Солнце находится, Солнце это первое, то, что ты рассматриваешь в гороскопе, это Солнце. Какая разница, где Венера или где у тебя находится Плутон? Когда первое, что ты должен знать, где Солнце, тогда ты смотришь, куда, какие, что аспекты, тогда ты уже дальше рассматриваешь. Но первое это Солнце и первое это Овен. И это все совпадает вот когда солнышко заходит в Овна. То есть начинается астрологический Новый год, и это новолуние именно с этого астрологического года, то есть в Овне, о котором я тоже сделаю отдельное видео. Ну что, мои хорошие, вот такая плюс-минус картина этого месяца. Конечно, два грандиозных события, которые мы с вами будем наблюдать, это 7 числа Сатурн сделает транзит и, конечно, 23-го транзит Плутона. И мы будем с вами с марта месяца видеть и понимать, что мир меняется, жизнь меняется, и этим новым течением, которые мы с вами будем наблюдать, этим течением бесполезно сопротивляться, нужно быстрее вникать в новые технологии,
Девы, как правило, очень хорошо в учебе, очень хорошо хватаете новое, но немножко придерживаетесь, немножко вы тормозите, потому что поосновательнее, такой приземленный очень знак. Но тем не менее надо вливаться вот в это веяние жизни, исследовать ему. Оно нас несет просто гигантскими шагами, идут трансформации, сильные большие изменения, которые нам принесет, конечно, Плутон. Он еще по сопротивлению, ну, это как пробное будет, он вернется немножко туда, к классической своей, к козерогам, то есть в классику такую. Нет, еще пока я вот, но это уже, знаете, это уже попытки такие ни о чем, это просто чуть-чуть потеряет время Плутон. Все равно прогресс уже ушел. Прогресс идет вперед. Старая система ломается. И ломается старая система не только от того, что она устарела, а чисто по возрастному оно что-то происходит. Но вот все равно нужно внедрить сюда даже вот эти технологии, они новые, они по возрасту новые. По возрасту, то есть вот это новое. Конечно, прогресс идет этот вперед, и ты от него. И мы с вами будем наблюдать прекрасные вообще изменения, которые будут происходить по всему миру и, конечно, отражаясь на нашу жизнь. Ну что, мои хорошие, бесконечно вас всех уважаю, по-королевски уважаю. Девы, королевы и короли. Для меня это всегда так. Девы все, по моему опыту, все девы это чистоплотные, пунктуальные, аккуратные, не сплетники, всегда уравновешенные, всегда образованные, тактичные. Есть немножко что-то от королевской стати. Это вот так по знаку. Это по рождению. Ну а те, кто на первом уровне это все не проработал, это уже ваш выбор. Кто хочет, поднимается на второй уровень. Соответствует своему знаку. Бесконечно вас уважаю, обнимаю, очень жду от вас такие королевские, конечно, всегда только королевские лайки. Это так работает система, это так работают алгоритмы, которые считывают по этому. Так что жду от вас, конечно же, королевские, чистые, пунктуальные, трудолюбивые лайки. Ну и счастье, летит к вам счастье, держитесь за него и до следующих видео. Обнимаю вас.